Что ты должен знать? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Итак, знаете, ваше внутреннее состояние оставляет желать лучшего. С одной стороны, вот вы сами по себе человек такой активный, озорной, такой, вы постоянно в движении находитесь. Но сейчас может проигрываться у вас вот какой-то, то ли это упадок сил, то ли это очень сильные переживания. Что за переживания? Смотрите, проиграется скорее переживание по поводу женщины. Это может быть расставание женщины, это может быть какая-то пауза, это может быть отголосок, вроде бы вы и давно расстались, да, но тем не менее вы не можете ее отпустить внутренне. И даже еще может проиграться, что, в общем-то, в вашей жизни есть другие женщины. Вы можете отношения пытаться строить, вы можете искать, присматриваться. Ну, не особо активно вы ищете женщин, но тем не менее вот у вас происходит как будто такое сознательное или подсознательное сравнение с вашей прежней женщиной. Причем даже некоторые моменты вот сравнения, да, то они идут в пользу бывшей. Ну, смотрите, о чем я сейчас говорю. Это может быть, допустим, бывшая была красивее, более стройная, к примеру, да, там, может быть, она была более аккуратная, чистоплотная, ну, вот такие моменты, да. Я не говорю про измену, что она была хорошая, допустим, а просто вот сравнение с теми женщинами, которые встречаются на вашем пути. У кого-то может проиграться сейчас, может быть, обострилась какая-то болезнь, потому вы себя довольно так, как будто обессиленно чувствуете. Это может быть эмоциональное выгорание, это может быть состояние, когда, ну, вообще ничего не хочу, вот все достало, все достали. Это такое, знаете, какая-то апатия, безразличие ко всему. И знаете, вот почему-то мне показывают, что вы женщин, опять же, поскольку общий расклад, все под себя не берите, да, у кого срезонирует. Смотрите, мне еще идет такая информация, что, возможно, вы взяли временную паузу в отношениях с женщинами. Потому что, да, вы можете знакомиться, вы можете присматриваться, но понимаете, что, ну, все не то и все не те. Сердечко не ёкает. Поэтому вы могли взять какую-то паузу, пожить для себя. Да, вам грустно, печально, да, вам хочется некой любви, но поскольку вы не можете бросаться на первую встречную, вот как-то это вас ситуация огорчает. Снова мне показано, что есть среди вас люди, которые связаны с армией, с формой. Причем здесь, знаете, настолько вы выносливый человек, что, может быть, именно там, вот таких вот тяжелых реалиях, да, вы могли даже сами удивляться, вот, ну, как я могу это терпеть, да, то есть вы сами от себя даже не ожидали, что вы такой вот выносливый. Причем вот вы, может быть, даже сражаетесь вот как будто один за всех, да, другие могут быть мужчины там, ну, чуть послабее, могут ныть как-то, да, а вот вы, ну, такой просто пуленепробиваемый, вы можете и поддерживать тех ребят, которые рядом, вы можете на себя брать какую-то ихнюю, может быть, обязанность, да, где-то подставлять свое плечо, ну, то есть вы там вот, ну, такой свой парень, вы надежный, вы всегда поможете, вы, если видите, допустим, что рядом с вами, ну, ваши там ребята, да, если они обессилены, если у кого-то нервы сдают, да, ну, разные бывают ситуации, вы их еще и подбодрите, где-то пошутите, ну, то есть вы такой классный, вы в дружбе классный, да, я вообще говорю, не обязательно те, кто с формой. Давайте напишите, ребят, как раз сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, что для вас мужская дружба? Вот что она для вас значит? Какой она должна быть, да? Что это? Помогать в любое время дня и ночи, там, вкладываться, поддерживать. Вот что для вас значит дружба? И напишите, сколько у вас самых близких друзей. Ну, если они, конечно, есть. Потому что приятелей может быть сотни, а вот настоящий друг,
который, ну, настолько близкий, как брат практически, но это далеко не у каждого бывает. Еще мне говорит, знаете, вот, ну, точно у кого-то проиграется, возможно, либо уже вот совсем недавно вы завершили какой-то этап с женщиной, но это скорее расставание недавнее может проиграться, либо же вы, если сейчас еще находитесь в отношениях, но это отношения, которые себя изжили, где женщина из такой распрекрасной, страстной, вашей любимой женщины превратилась вот в мечевую королеву, стала жесткой, эмоционально холодной, плюс здесь еще могут быть и измены, и обман, ну то есть конфликтные тяжелые ситуации. Поэтому тоже, возможно, либо вы уже прошли этот путь, либо планируете кто-то расстаться. Так, что еще о вас нужно знать? Давайте посмотрим. Может проигрываться у вас сейчас какая-то, да, подвешенная ситуация, вот именно ситуация неопределенности. Это может быть как и по работе, так и по здоровью, может быть. То есть это любая сфера, и любовная, любая. То есть, если это здоровье, то вы можете, допустим, думать, делать операцию, не делать, да, вы стоите как перед выбором. Вы думаете, стоит ли там ложиться в больничку, подлечиваться, не стоит. Вы можете сами себе ставить диагнозы, думать, а может у меня этот диагноз, а может у меня то. Вы можете вычитывать какие-то симптомы, какие-то болячки. Ну, то есть вы можете даже, знаете, настолько вы бываете чувствительны и ранимы, особенно это касательно здоровья, вы настолько серьезно подходите вот именно к вопросу здоровья, что, ну, порой вы, ну, делаете из себя жертву. Вот настолько вы мнительный, да, вот скорее мнительность ваша именно по поводу здоровья. Здесь и психосоматика, вы можете себя накрутить, вы очень скрупулезно относитесь вообще к своему телу, к своему здоровью. Поэтому можете себя чувствовать порой таким бедным, несчастным, никому не нужным, одиноким, никто обо мне не позаботится, да, ну в таком плане, можете раскисать, но это ваше лицо, знаете, только вы. Ну, может быть, еще там самый лепший друг. То есть это мало кто знает, потому что вот именно свою слабинку вы особо никому не афишируете. Кто-то, ну, однозначно, вот в принципе ситуация повторяется, то, что я вижу по арканам. Кто-то стоит вот из вас на первой ступеньке, да, вот нового пути. Это обнуление какой-то ситуации, это выход из токсичных отношений, да. Кто-то решится, может быть, поменять работу, куда-то уехать. То есть идет сейчас период вашего обнуления, обнуления жизни. Вы уже, вот, уже просто в одном шаге от этого. Так, ну давайте-ка смотреть, что же вам нужно знать. Поскольку это общий расклад, я буду разные ситуации сейчас описывать. А вы переворачиваете под себя, кому что подходит. Ой, какой-то у вас такой, то ли мальчишник намечается, может день рождения какой-то. Знаете, вот это событие, ну опять же, у кого-то это день рождения, у кого-то просто где-то, может быть, на рыбалку с друзьями поедете, неважно. Но это ваша маленькая компашка, вас не будет там много, это может быть, ну, 3-4 человека. Но это будет ваша такая большая-большая отдушина. Вот как раз очень необходимая ваш такой вот напряжный период. Для вас будет важно, даже не думайте отказываться пойти на этот день рождения, либо если вас там куда-то на рыбалку, охоту, либо в баньку попариться приглашают. Вот обязательно пойдите, потому что это будет ваше такое внутреннее какое-то... Нет, наверное, все-таки это перезагрузка, вот если так можно назвать. Это будет такой кайф, это будет теплая компания там, где вы сможете отдохнуть и где ваши вот эти все переживания, тяготы, они отойдут немножко на второй план, вам станет легче. Поэтому вот дерзайте, эта перезагрузка вам нужна. Потому что еще мне показано, у кого-то из вас могут быть и бессонные ночи. Вы можете из-за своих каких-то проблем, либо стрессовых ситуаций очень много думать, анализировать. Вы можете сопоставлять какие-то факты. Вы можете просчитывать все ситуации, вот как сделать, как поступить, туда пойти, либо туда пойти. Ну, у каждого это свое.
Поэтому здесь накопившийся стресс, который вам жизненно необходимо куда-то сбросить, да? Далее, у кого-то из вас идет дорога. Но причем это скорее рабочая какая-то дорога, которая, возможно, откладывалась по каким-то, сугубо таким рабочим моментам, да, вот какие-то палки в колеса ставились. Но это будет очень приятная дорога, вы сможете довольно неплохо заработать. Вы сможете даже немножко отдохнуть, и плюс вы поменяете, свое местоположение. Даже если это дорога в другой город, просто командировка, все равно там будут новые люди, там будет новая обстановка, и там вы почувствуете вот какую-то такую расслабленность, да, потому что вот именно находясь у себя, там, где вы живете, в том городе, у вас создается такой некий напряг, да, вот. А именно когда вы меняете местоположение, становится легче. Кто-то из вас даже планирует вот поездку, может быть, на отдых, но это скорее будет туда уже попозже, да, вот летом, но именно к воде, там, где вода. Вода вообще это ваша отдушина, вода это для вас кайф, вы отдыхаете душой и сердцем, вот там, где вода. Вы любите плавать, вы довольно неплохо плаваете, причем даже у кого-то может быть, какое-то звание по типу, там, я не знаю, мастер спорта по плаванию, либо еще что-то такое. Может быть, вы когда-то занимали призовые места, поэтому вы решили, может быть, даже это уже много лет у вас не было такой поездки к морю хотя бы. Но здесь вы решите плюнуть и все-таки отдохнуть. Так, что еще? У кого-то из вас проснутся даже эгоистично. Так, закрываетесь, закрытая карта. Кто-то из вас не хочет раскрываться. У кого-то из вас проснется, такой здоровый эгоизм. Вы начнете наконец-то любить себя. В чем это будет заключаться? Смотрите, если раньше вы вкладывались, да, в семью, там, в жену, в детей, в отношения и так далее, вы у себя сами были где-то на заднем плане. Вы могли отказывать себе в каких-то желаниях, хотелках. Вы могли, так, знаете, как это бывает, махнуть рукой на себя, да, лучше я там любимой, либо детям, а я сам похожу и в старых брюках, да, это я очень утрирую, вы понимаете. Сейчас же у вас как будто откроются глаза. Кто-то из вас начнет выходить действительно из этого такого токсичного состояния, из депрессии, может быть, да? Может быть, кто-то из психоанализа своего выйдет, да, то есть это будет такое очень серьезное умозаключение, вы просто поймете, что вот таким, каким я был раньше, я не хочу быть. В каком плане? Я не хочу больше прогибаться ни под кого, да? Вы станете более уверенным, вы станете прислушиваться к своим желаниям и хотелкам, и вы четко поймете, что, я тоже человек, да? Я тоже хочу там и это, и это, и это. И вы начнете учиться воплощать в жизнь все свои хотелки. Это такой здоровый эгоизм, да? Это не тот черный эгоизм, который, одевает корону, и все, существую только я. Нет, это не эгоцентричность, это здоровый эгоизм. Вы начнете, знаете, может быть, даже с малого. Вот именно этот здоровый эгоизм начнется, может быть, у кого-то со смены гардероба. Может быть, вам хотелось какие-то суперские кроссовки для начала купить. У кого-то еще там какие-то вещи, да. То есть вы начнете не машины, квартиры себе покупать, плюс у всех разный достаток, а вот именно с малого. Но вам будет это в кайф. Вы будете как-то по-особому чувствовать, да, что вот я себе купил то, что я хотел. Пусть это мелочевка какая-то, но вот именно такое внутреннее самоощущение будет просто потрясающее. Далее, так, у кого-то из вас как будто проснется ваша мужская сила. Знаете, это такой интимный, деликатный момент, но причем это может случиться в одночасье. Сейчас я уточню, что это. Так, да, здесь смотрите, здесь у кого-то может проиграться, что вот какая-то женщина появится в жизни вашей, которая очень сильно взбудоражит именно вашу мужскую силу. Вот те ваши спящие мужские энергии, которые были, у кого-то месяцы, у кого-то годы не было, может быть, женщины, да, у всех по-разному это бывает. Но появится женщина, которая, ох, как вас взбудоражит,
Она будет настолько страстная, такая сексуальная, энергетика у нее потрясающая, ну такая роковая женщина, особый шарм, какая-то харизма такая у нее, знаете, что вот просто, ну, вы не сможете пройти мимо нее, и даже если вы не сторонник каких-то романов, причем я вам скажу, еще может проиграться, что у кого-то из вас, да, что эту женщину вы каким-то образом знаете. Не обязательно, что вы там тесно общались, но, может быть, вы просто в лицо ее знаете, может быть, вы просто здоровались, может быть, когда-то вы жили там, я не знаю, по соседству, может быть, вы работали когда-то вместе. Ну, то есть, каким-то образом вы с ней раньше пересекались, но это не было близкое общение. Далее, что еще? Так. Кому-то из вас захочется, вот знаете, как будто наказать вашу бывшую женщину. Но каким образом наказать? Это может проиграться и даже через какие-то юридические моменты. К примеру, да, потому что это общий расклад, просто чтобы вы понимали. Допустим, вы добровольно, да, вот давали деньги на ребенка. Но женщина себя не очень хорошо вела, там ей все мало было, да, вы решите просто подать на алименты, да, то есть это будет в судебном порядке, это будет определенная сумма, таким образом вы ее накажете, да, вот тебе мало, что я даю тебе и так добровольно деньги на ребенка, тебе все мало и мало, вот получи, да, вот в таком плане. Понятно, у каждого это по-своему проиграется, но даже, может быть, допустим, если женщина живет, может быть, в вашей квартире, вы ушли, да, ну то есть, либо же она владеет каким-то вашим имуществом, но она недостойно себя ведет, она может продолжать какие-то наезды делать на вас, она может продолжать как-то конфликтно себя вести, она может как-то даже унижать, оскорблять вас, да, ну то есть вы ей, допустим, оставили там чуть ли не все, ушли в одних трусах, грубо говоря, да, с одним чемоданом, а вот ей все мало, вот она постоянно вас теребит, вот она постоянно лезет на рожон, то здесь тоже может проиграться, что вы либо же отберете в судебном порядке у нее что-то из имущества, то, что вы оставляли. К примеру, вы оставили ей там дом, машину, дачу, да, то, допустим, дачу вы у нее заберете, либо же машину вы у нее заберете. Ну, это такой, я утрирую, приблизительный такой вариант. Поэтому тоже такое проснется у вас ощущение. Так, ну давайте еще напоследок посмотрим, что еще за события будут. Денежку получите, ребята, здесь идет стабилизация финансового положения. Если у кого из вас сейчас кризис какой-то, проблемы, здесь вы найдете лазейку, как работать, либо подзаработать, то есть однозначно. Вы найдете выход, опять же, смотрите, кто из вас, может быть, находится сейчас вот, ну, реально в таком закрытом состоянии, вот как в отшельниках. Вы решаете какую-то внутреннюю проблему. Это может касаться всего чего угодно. Но вот вы как будто в эмоциональных качелях, вы как будто в сомнениях, вы не знаете, как поступить правильно, то знайте, что вот именно правильное решение вы примете сами. Вы додумаетесь до этого, вы ни в коем случае не слушайте никаких советчиков. Потому что есть советчики, которые пытаются вроде бы как помочь вам, но в то же время они вас сбивают с толку. Все урегулируется, все, что вы задумали, да, то, что вызывает у вас сомнения, страхи, опасения, вот все решится. Даже если вы, допустим, смотрите, мне идет такая информация, если, допустим, у вас есть какая-то женщина на примете, которая вам симпатична, но вы, может быть, колебаетесь, подходить, не подходить, знакомиться, не знакомиться. Так вот, я вам скажу, это ваш будет такой звездный час. Это будет женщина в вашей жизни, ну, если это касается личной жизни, то это женщина, которая будет вашим огромным шансом свыше для того, чтобы вы, наконец, устроили свою личную жизнь не просто пороманив, да, а это будет судьбоносная женщина, это будет история именно, ну так, по-серьезному, скажем. Поэтому за что бы вы ни брались, у вас будет удачный период. Ну и, конечно, вы выйдете из такого вот внутреннего заточения, потому что кто-то из вас точно
Вот настолько закрылся в себе, насколько вы могли из социума как-то, ну, отдалиться, да. Ну, понятно, на работу вы ходите, но вот ваша проблема, она как дамоклов меч, она висит над вами, она постоянно вот вам не дает покоя, пока вы не примете решение. Так вот, исключительно слушайте только себя, и все у вас решится. Вы сами дойдете до правильного ответа. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!